Всем привет! Сегодня мы поговорим о продуктах, очищающих печень и желчный пузырь, а также можете узнать о профилактике заболеваний печени, поэтому прошу досмотреть до конца и не забудьте подписаться на канал. Приятного просмотра! Несмотря на то, что печень можно назвать неприхотливым органом, недооценивать ее роль в организме человека все же нельзя. Дело в том, что от работы этого органа зависит состояние всего человеческого организма в целом. Недаром древние греки считали печень главным человеческим органом. Видимо, уже тогда люди осознали значимость тех функций, которые выполняет печень. Обработка пищи. Печень участвует в переваривании пищи, выделяя желчь, которая помогает расщеплять жиры. Фильтрация крови. Она удаляет токсины и вредные вещества из крови, что способствует очищению организма. Хранение и управление запасами. Печень сохраняет гликоген, форма хранения энергии, и регулирует уровень сахара в крови. Синтез белков. Печень производит множество белков, необходимых для здоровой жизни, включая белки крови и ферменты. Жировой обмен. Она участвует в метаболизме липидов, включая синтез и разложение жиров. Секреция желчи. Печень производит желчь, необходимую для пищеварения жиров в кишечнике. Участие в обмене витаминов и минералов. Печень участвует в обмене многих важных витаминов и минералов, таких как витамины А, Д и К, железо и другие. Таким образом, печень играет ключевую роль в обмене веществ и поддержании общего здоровья организма. Заболевания печени могут включать в себя различные состояния и расстройства. Вот некоторые из наиболее распространенных видов заболеваний печени: гепатит, гепатит А, гепатит Б, гепатит С, гепатит Д, гепатит Е и цирроз печени, хроническое заболевание печени, при котором здоровые ткани печени заменяются волокнами и тканями рубца. Жировая дистрофия печени, накопление жира в печени, что может быть связано с алкоголем, ожирением или другими факторами. Гепатома, гепатоцеллюлярная карцинома, злокачественная опухоль, развивающаяся в ткани печени. Гемохроматоз, генетическое заболевание, при котором избыток железа накапливается в органах, включая печень. Печеночная недостаточность, состояние, при котором печень не выполняет свои функции в достаточной мере. Печеночная циррозированная асцит, накопление жидкости в брюшной полости у пациентов с циррозом печени. Печеночная энцефалопатия, нейрологическое нарушение, связанное с недостаточностью функции печени. Алкогольный гепатит, воспаление печени, вызванное чрезмерным употреблением алкоголя. Аутоиммунный гепатит, заболевание, при котором иммунная система нападает на ткани печени. Это только некоторые из видов заболеваний печени. Каждая из них имеет свои собственные причины, симптомы и методы лечения. Желчный пузырь является органом, который играет важную роль в пищеварительной системе организма. Его основная функция связана с хранением и выделением желчи. Вот ключевые роли желчного пузыря. Хранение желчи. Желчный пузырь служит как резервуар для желчи, которая производится печенью. Здесь желчь концентрируется, чтобы быть готовой к выделению при необходимости. Выделение желчи. Когда пища попадает в желудок, сигналы о расширении желудка и присутствии жира в пище отправляются к желчному пузырю. В ответ на эти сигналы желчный пузырь сокращается и выделяет желчь в двенадцатиперстную кишку. Желчь необходима для пищеварения жиров и усвоения жирорастворимых витаминов. Эмульгация жиров. Желчь содержит желчные кислоты, которые помогают эмульгировать жиры, то есть разбивать их на мельчайшие капли, что упрощает их расщепление ферментами и усвоение организмом. Участие в пищеварении. Желчь помогает в пищеварении жиров и облегчает процесс усвоения пищи в кишечнике. Таким образом, желчный пузырь играет важную роль в пищеварении и помогает организму эффективно усваивать жиры и определенные питательные вещества. Вот некоторые из наиболее распространенных видов заболеваний желчного пузыря: холецистит, воспаление желчного пузыря, которое может быть острое или хроническое. Желчекаменная болезнь, образование камней в желчном пузыре или желчных протоках. Это может вызывать боли и другие симптомы.
Желчевыводящая гипокинезия — снижение сократительной способности желчного пузыря, что может привести к болям и дисфункции. Ацидоз желчного пузыря — снижение pH желчи, что может способствовать образованию камней и другим проблемам. Эмпиема желчного пузыря — состояние, при котором желчный пузырь заполняется гноем из-за инфекции. Полипы желчного пузыря — образование полипов или выростов внутри желчного пузыря. Склерозирующий холангит — заболевание, при котором иммунная система атакует желчные протоки, вызывая их воспаление и узловатое изменение. Аденомиоз желчного пузыря — редкое заболевание, при котором внутренний слой желчного пузыря становится гипертрофированным. Это лишь несколько примеров заболеваний желчного пузыря. Симптомы и методы лечения могут различаться в зависимости от конкретного заболевания. Если у вас есть подозрение на проблемы с желчным пузырем, важно обратиться к врачу для диагностики и назначения лечения. Перед тем, как перейдем к продуктам для быстрой чистки и восстановления печени и желчного пузыря, хочу упомянуть, что наш канал без подписки смотрят целых 70% зрителей. Прошу тех, кто не подписан на канал, но смотрят его, поддержать работу команды, подписаться и нажать на колокольчик. Сделайте так, чтобы кнопка «Подписаться» превратилась в «Вы подписаны». Заранее спасибо и приятного просмотра. 40 продуктов для быстрой чистки и восстановления печени и желчного пузыря от многолетнего мусора. Для очищения и восстановления печени и желчного пузыря от накопившегося мусора следует уделить внимание своему рациону и образу жизни. Ниже приведены продукты и ингредиенты, которые могут помочь в этом процессе. Цитрусовые фрукты, лимон, грейпфрут и апельсины богаты витамином С и антиоксидантами, которые помогают в очищении органов. Чеснок обладает антибактериальными и антивоспалительными свойствами. Капуста, брокколи, цветная капуста и другие виды капусты содержат глюкозинолаты, которые могут помочь в борьбе с токсинами. Артишоки содержат ценные вещества для печени, такие как кинарин. Шпинат богат антиоксидантами, железом и фолиевой кислотой. Куркума способствует снижению воспаления и защищает печень. Оливковое масло содержит здоровые жиры, которые благоприятно влияют на печень. Авокадо богатый мононенасыщенными жирами и антиоксидантами. Орехи, грецкие орехи и миндаль хороши для печени благодаря содержанию глутатиона. Череда используется в травяных чаях для поддержания печени. Спирулина, водоросли, богатые питательными веществами. Яйца содержат цистеин, аминокислоту, необходимую для синтеза глутатиона. Чернослив богат клетчаткой и антиоксидантами. Имбирь обладает противовоспалительными свойствами. Чистая вода, гидратация важна для выведения токсинов. Зеленый чай содержит антиоксиданты, способствующие очищению. Льняное семя богато волокнами и омега-3 жирными кислотами. Помимо этого, важно вести активный образ жизни, избегать чрезмерного употребления алкоголя и процессидов, а также консультироваться с врачом перед началом какой-либо программы очищения или изменения диеты, чтобы учесть индивидуальные потребности и состояние здоровья. Авокадо содержит глютатион, который помогает в детоксикации. Ягоды, такие как черничная и малина, богаты антиоксидантами. Красный перец – источник витамина С и капсаицина, который может способствовать общему здоровью печени. Сельдерей содержит антиоксиданты и фитонутриенты. Масло кокоса содержит среднеланцетриглицериды, которые могут поддерживать печень. Чай одуванчика используется в травяных чаях для поддержания печени. Чай из коры горького апельсина имеет детоксикационные свойства. Чай из петрушки считается, что помогает в очищении организма. Обязательно учитывайте, что перед внесением значительных изменений в диету или началом какой-либо программы очищения всегда лучше проконсультироваться с врачом. Здоровый образ жизни и разнообразное питание – ключи к долгосрочному здоровью печени и желчного пузыря. Череда – эта трава широко известна своими положительными свойствами для печени. Черный шоколад в умеренных количествах
он может помочь в улучшении функции печени благодаря антиоксидантам. Ананас содержит бромелайн, который помогает улучшить пищеварение и поддерживать печень. Грейпфрутовые масла, эфирные масла из грейпфрута могут помочь в поддержании желчного пузыря. Морская капуста, богата минералами и витаминами, помогает в детоксикации. Буряк содержит бетаин, который помогает в очищении печени. Семена чиа богаты антиоксидантами и волокнами. Морковь содержит бета-каротин, который полезен для печени. Корица может помочь в регулировании уровня сахара в крови. Рыба, жирная рыба, такая как лосось, содержит омега-3 жирные кислоты, полезные для печени. Миндальное молоко – заменитель молока с низким содержанием жира. Спаржа помогает в процессе детоксикации и поддержании желчного пузыря. Базилик обладает антиоксидантными свойствами. Магнезий – минерал, важный для функции печени. Семена тыквы богаты антиоксидантами и полезными жирами. Обратите внимание, что эти продукты могут быть полезны, но всегда лучше проконсультироваться с врачом перед внесением радикальных изменений в диету, особенно если есть какие-либо медицинские состояния. Важно учитывать индивидуальные потребности и здоровье.